Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале Вязание. Сегодня мы вяжем спицами интересный фактурный узор. Так он выглядит. При вязании таким узором создается такой эффект букле. Очень интересные элементы получаются. Вот так вот они выглядят поближе. Узор идеален для вязания палантинов, шарфов, каких-то свитеров, простым и быстрым узором. Вяжется очень быстро. Раппорт узора составляет всего 3 петли и 2 ряда в высоту. Справится даже новичок. Вот так интересно он смотрится. Узор подойдет для любителей простых узоров. Очень интересная. Изнаночная сторона простая, аккуратная. И таким узором также можно связать интересный кардиган. Будет выглядеть очень интересно. Без внимания вы точно не останетесь. Итак, давайте приступим к вязанию этого узора. Для вязания нам необходимо набрать такое количество петель, чтобы оно делилось на 3, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные петли. Раппорт узора у нас 3 петли и 2 ряда в высоту. 1 петля для симметрии, но ее можно вязать, либо не вязать. Итак, я набираю 12 петель на основной узор, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. Итого 15 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Одну спицу достаем и начинаем вязать с первого ряда. Первую кромочную петлю я всегда в первом ряду провязываю лицевой. Затягиваем край, он у нас не растягивается в последующем при вязании. И первый ряд мы вяжем весь ряд лицевыми петлями. Все петли до конца лицевыми. Кромочная, изнаночной. Второй ряд. Кромочную мы снимаем, изнаночная. И далее вяжем следующим образом. Вводим спицу правую на ряд ниже под вот эту перемычку изнаночной петли. Вот у нас петля, перемычка под нее. Вставляем правую спицу, захватываем рабочую нить, вытягиваем нить лицевой, надеваем ее вот таким образом, чтобы правая стенка у нас была за работой. И сейчас вот эти 2 петли, которые у нас образовались, вяжем за заднюю стенки, за правые. Из 2 1 лицевая. Вот весь наш раппорт. Снова изнаночная. Вводим правую спицу на ряд ниже под перемычку изнаночной петли. Вытягиваем лицевую петлю, надеваем ее правой стенкой за работой, вот таким образом, вот так она выглядит. Вставляем правую спицу за 2 задние стенки петель и провязываем 1 лицевую. Изнаночная, спица на ряд ниже, лицевая, надели на левую спицу. Из 2 петель за задние стенки вывязываем 1 лицевую. Весь наш раппорт. Вяжется очень быстро. Так. Изнаночная, спица на ряд ниже. Из 2 вяжем 1 лицевую. И в конце ряда у нас 1 изнаночная петля для симметрии и кромочная. Либо изнаночная, либо лицевой вы вяжете. Все, наш раппорт узора провязан. Давайте свяжем еще один раппорт для закрепления. Первый ряд мы вяжем все петли лицевой.
за правые стенки. То есть вот у нас из 2 петель провязана петля, она у нас, правая стенка лежит перед работой, мы вяжем ее за правую стенку. А та, которая у нас лежит лицевой обычной петлей, мы вяжем ее за задние стенки. Обратите внимание, что петли я вяжу бабушкиным способом, поэтому расположение петель, сторон петель у меня именно такое. Если вы вяжете классикой, то правило такое, то есть мы вяжем всегда за правые стенки. Итак, кромочную сняли, первая петля изнаночная, вводим правую спицу на ряд ниже под перемычку, захватили петлю, надели на левую спицу, из 2 образовавшихся петель, вот таким образом, видите, мы заводим за задние стенки спицу правую и вытягиваем лицевую петлю, изнаночная, и продолжаем до конца ряда. Вяжется быстро и просто. Но получается интересный узор, идеальный узор для вязания зимнего джемпера, например, либо свитера. Голубой образец, я связала его буквально за несколько минут. То есть если будете вязать из толстой объемной пряжи, изделие свяжется у вас очень быстро. И петля для симметрии изнаночной, и кромочная у меня в моем случае изнаночной. Вот так выглядит этот узор на более тоненькой пряже. Здесь у меня Alize Lana Gold Classic 240 метров в 100 граммах. Достаточно объемная, выглядит очень красиво. Еще забыла сказать, что узор этот не косит, он абсолютно стабилен, хорошо держит форму. Вот такой воздушный достаточно узор получается. Если это видео было для вас полезным, интересным, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. До встречи в новых видео. Пока!